Привет, это арт-студия Единорог. Сегодня мы с тобой порисуем вот такой домик-чайник акварелью, цветными карандашами и гелевой ручкой. Ну что, начнем. Для работы я взяла заготовленный заранее формат А5, это половинка формата А4 альбомного листа. Взяла синий карандаш, вот такой у меня акварельный, для того, чтобы, когда я буду рисовать акварелью, карандаш размывался. Можно рисовать обычным карандашом. Я рисую чайник. Чайник у меня вот такой формы бочоночка. Здесь у меня ручка, вот здесь у меня носик. До этого я нарисовала крышечку. Носик вот такой формы. В этой области я нарисую круглое окошечко. Здесь у меня будет рама. И вот такое окно внутри. В этой области я нарисую квадратное окно. Не квадратное, а прямоугольное. Здесь у меня будет в этом окошечке зайчик. Такой очень несложный зайчик, вот с такими ушками, у которого лапки вот так наружу и мордочка. Такой носик, глазки. Ну, здесь точечки. В этой области у меня будет дверь. Такой полукруглой формы. Здесь я сделаю ручку, а здесь я нарисую гусыню в красном платочке. Она идет в гости к зайчику. Мы будем рисовать сегодня такую иллюстрацию, которая замечательно подошла бы к книжкам. Вот здесь у нее крыло и вот такие лапки. Вот такая у меня получилась заготовка, эскиз. Я начинаю работать акварелью. Я заранее развела красную акварель немножко с водичкой, для того, чтобы у меня ложилась ровно краска. И начинаю полностью покрывать наш чайничек красным цветом. Обхожу аккуратненько окна, добавляю водички и размываю цвет, растягиваю. Вот так. Добавляю сюда тоже воды, красочки, воды и делаю равномерную растяжку. Немножко добавлю цвета вот здесь под крышкой. Обхожу вокруг двери вот так. Аккуратненько. Вот здесь у меня уже высохло, поэтому я доведу до верха и распределю. Закрашиваю вокруг окна, ушки зайчика обхожу так, чтобы на них не попала красочка, потому что зайчика мы будем заливать другим цветом. Он у нас будет серым. Внизу я делаю вот такие хаотичные штрихи. Для чего я это делаю? Для того, чтобы потом у меня был на него, на чайничек, заходила трава. Чайничек стоит в траве. И чтобы травка заходила на чайничек, чтобы у нас видно было эффект травки, я заканчиваю раскрашивать чайник вот такими штрихами. Заливаю под окном побольше цвета, для того, чтобы у меня было более насыщенно. В этом месте я сейчас добавлю немножко голубой красочки, так как у нас там тень под носиком и здесь холодный цвет нужен. Добавлю также тень вот здесь. Хочу еще в этой области добавить.
цвета темного, чтобы у нас был объемный живописный чайник. Под окошком круглым снизу. И вот здесь под крышечкой. Буду закрашивать носик у чайника. Вот в этой области я беру по насыщеннее цвет, а в верхней части оставляю более прозрачный. Для чего это нужно? Для передачи объема. Сделаю носик чайника более изогнутый. И вот здесь у нас будет такой овальчик. Овальчик нам передает то, что у нас внутри дырочка. Добавила воды и сделала растяжку. Вот у нас носик сразу выглядит объемно. Сюда прямо заливаю синий цвет, так как у нас внутри тень. Закрашиваю ручку у крышечки и капаю туда немножко капельку водички. Так, немножко вляпалась рукой. Ничего страшного, поправим. Добавим цвета и синего вот так растянем. Теперь аккуратненько добавлю здесь, тоже сделаю по насыщенней. Пока не полезу на ручку, буду докрашивать окошечко. Окошечко я закрашиваю голубым цветом, обхожу раму. Не все окно я делаю равномерным, где-то у меня одно стеклышко более насыщенное по цвету, другое более светлое. Опять же, это нам придает живописности. Вот такое окошечко у меня уже получилось. Теперь я закрашу окошечко там, где у нас зайчик. Также верхний угол у меня будет более светлый, а там, где за спиной у зайчика, я добавлю по насыщеннее цвет. Вот так. Аккуратненько обхожу раму, на раму не захожу. Вот так у меня уже получается. Капну еще водички на ручку. Хочу, чтобы она была более объемная. Добавлю синего цвета вот сюда вниз на носик чайника. И смешаю его с розовым и чуть-чуть растяну. Подправлю носик. Смотри, какой носик объемный стал сразу у чайника. Добавлю цвета под крышку. Вокруг рам оконных, чтобы у нас окна вышли на передний план. И начну закрашивать ручку. Тем, кто правша, это будет сделать намного проще. Но так как я левша, надо было мне начинать сначала с ручки закрашивать. Тогда бы я не залазила на чайник сам. Ну вот, я аккуратно закрашиваю. Добавлю вот сюда голубенького цвета и вот сюда. И также вот капельку вот сюда. Вот такой у нас уже красивый чайничек получается, чайничек-домик. Возьму зеленый цвет, также разведенный с водичкой. И вот такими штрихами буду рисовать травку. Где-то я беру по насыщеннее краску, а где-то наоборот. На кисточке уже остается меньше краски. И у нас получается такой эффект красивый. Очень придает объема и живости. Вот такими несложными простыми мазками. А потом острым кончиком кисточки я вот так вытягиваю травинки. Поправляю вокруг нашей гусыни.
Не до конца закрашиваю вокруг нее. И вот здесь тоже оставляю, не дохожу до края, а делаю таким кусочком полянку. И отдельными травинками выхожу чуть-чуть за полянку. Вот такими штрихами, маленькими, быстрыми штрихами. Добавлю синего цвета и сделаю травинок потемнее. Где-то у нас получится тень, где-то свет. Очень живенько получается при такой технике. И вот здесь вместо стыка с чайника с травой, посмотри, каким образом я закрашиваю травку. И у нас получается, что чайник стоит в траве. Вокруг здесь по краям добавлю травки еще. Дам просохнуть немножко. Займусь пока лапками гусыни. Закрашу их красным цветом. Также закрашу красным цветом косыночку нашей гусыни. И клювик. Вот так. Теперь возьму коричневый цвет и буду закрашивать дверь. Опять же, сделаю очень живописненько. Сверху будет у меня более светлый цвет, больше с водой. А к низу, так как у нас там тень, будет более насыщенный. Обхожу ручку, оставляю ее белой. И очень аккуратно закрашиваю вокруг гусыни. Нужно убедиться, что у тебя высохло все. И клювик, и платочек, для того, чтобы красочки не смешались. В этом месте особо аккуратно закрашиваем. Добавляю цвета, насыщенности. Вот такая дверь красивая получается. Теперь я взяла черный, размешанный с водой, очень сильный, такой серенький, светло-серый цвет. Закрасила крыло у гусыни. Теперь закрашу вот в этом месте грудку. Опять же создаю тень и слегка размою водичкой. Буду закрашивать зайчика. Взяла по насыщенней серый. Оставлю мордочку более светлой, а ушки и брюшко закрашу посильнее. И вот тут водичкой размою. Вот такой серенький зайчик у меня получился. Возьму синие краски и продолжу работать с травой. Она у меня подсохла, теперь я могу сделать побольше травинок на ней нарисовать. Я смешала синий с зеленым, у меня получился такой бирюзовый цвет. Для чего я это сделала? Чтобы трава была у нас прям как трава. Где-то темная, где-то светлая. И теперь я вот здесь, около чайника внизу, буду несколько слоев проходиться этой травой.
чтобы у нас было прям визуально, что у нас чайничек стоит в траве. У нас от чайника образуется тень, и поэтому я делаю здесь холодным цветом травинки. Делаю их много, погуще. Вот, посмотри, видишь, чайничек стоит в траве прямо. Дам просохнуть всему этому, возьму гелевую ручку и доработаю нашу иллюстрацию гелевой ручкой. Обвожу наш эскиз, наш рисунок гелевой ручкой. Но обвожу я не полностью, я обвожу там, где у нас тень больше, и те участки, которые мне нужно выделить. Вот здесь у нас тень. Вот этот участок мне нужно выделить. Здесь обведу так, как тень. Обведу полностью зайчика. Сделаю вот такими штрихами ему лапки. Покажу, что это шерсть. И вот здесь носик такой декоративный. Такие глазки полузакрытые и точечки там, где у нас растут усы. Полностью обведу на всех окнах и дверях рамы. Смотри, после того, как я обвела зайчика и раму, у нас прямо он выделился, вышел на передний план. То же самое делаю с верхним окном. Обвожу полностью раму. Обвожу ручку на двери и также обведу раму вокруг двери. Займусь гусыней. Вот такими штрихами я изображаю перышки. И на крылышке у меня прям будут видны перышки черной гелевой пастой. Рисую штришками перышки. Введу косыночку. Рисую гладик гусыни и обведу клюв с головой. Такая гусыня уже красивая получается. Сделаю лапки. Обведу верхнюю часть, то есть те ножки, прямо которые у нас длинные, и лапки сами. На чайничке нарисую веревочку, которая крепится вот к этому крючку. И здесь у меня будет сушиться рубашечка у зайчика. Вот так. Вот такой у меня уже получается красивый рисунок. Теперь я возьму коричневый карандаш и нарисую на двери эффект досок. Добавлю вот здесь тень. Возьму красный карандаш, немножко заштрихую чайник в нескольких местах. Возьму теперь черный и закрашу вот такими легкими движениями раму вокруг двери. И ручку сделаю вот такой насыщенный черный. Еще разочек прохожусь вокруг двери красным цветом. А также вокруг рам. Возьму теперь синий, сделаю на стеклах вот такой эффект. И добавлю выразительности там, где нужна тень. Вот здесь на ручке обязательно внутри должна быть тень.
И вот здесь под ручкой крышечки тоже будет тень. Сделаю на зайчике тень черным карандашом. Нарисую ему щечки и ротик красным карандашом. Вот такая иллюстрация у меня получилась, красивая, яркая, с сюжетом. Надеюсь, что у тебя тоже все получится. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.